Вот, потеплело. Решил я сегодня переночевать здесь. Такая у меня здесь вечерняя обстановочка. Целый день собирался дождь, так и не пошел. Каково здесь вечером. Провода. Надо что-то с ними делать. Ну а так. Отдохну от этих поездок мучительных. Алыча у меня растет, смотрите какая. У меня, у хозяйки. Но пока хозяйки нету, у меня. Что ж с ней делать-то, блин? Дофига ее. Дерево, я переживал, что умерло. Ничего не умерло. У сына знакомый купил буса. Так что, наверное, заберет мне это все, приедет как-то. Пойду, обойду вечерние владения. Вечером я вам не снимал, как тут сверчки, собаки, кошки. Оба! Глаза светятся. Кс-кс. Траву сегодня почистил. Блин, опять я возвращаюсь к тому, что не хочу я такую большую территорию. Вот это вот кусочек здесь, кусочек за забором там при въезде. 3 мешка. 3 мешка травы, блин. Мало того, что и так-то с этого мусора, посмотрите, что творится, если не стричь траву. А еще деревья, и за ними тоже ухаживать надо. Маленький кусочек земли достаточно. Здесь надо, я не знаю, 100 евро в неделю, наверное, на какое-то человека, который будет приходить, убирать, вывозить. А иначе сам, пока силы есть, окей. И то, когда здесь лежит плитка, все понятно, что чистенько, водой шлангом слил, дождь смыл и чисто. А в таком состоянии не подметешь, не уберешь, ничего. Трава просто меня кумарит. То я скучал за ней, то, блин, да ну ее нафиг. Смотрите. Потом же это же листья. Сосед здесь тоже сидел, тарабанил машинкой. Целый вечер стриг. Моя камера. Все под контролем. Дом. Ой. Кухню привезли. Надо будет готовить ту стену, но пока еще не готово. Спать я буду здесь. Что у нас тут? Уже тепло, уже хорошо. Грязно, блин. Свет у нас где? Свет. Ну, а так здесь. Это тоже комната. Чуть-чуть подшаманить. Ничего в ней бед особых нету. Дырки. Мое лежбище. Телевизор, блин. Старый, нету интернета. Я не знаю, как я его смогу подключить. Тоска. Ну ничего. Прикольно по-своему. Балкон.
жутковатое место, скажу вам. На день посидя. Каждый день так. У меня в городке вышел где-то. Тоже тихо, но хоть какая-то жизнь. Но здесь смотришь только на постоянный объем работы. Я не знаю, хозяйка не выдержит здесь, мне кажется. Поживет какое-то время. Не выдержит. Я не думаю, что она привыкла. Она живет там в обыкновенной квартире. И переехать сюда, она говорит, да, я то покрашу, то сделаю. Она же зарабатывает где-то в интернете. А когда же зарабатывать, если целый день здесь и будет что делать? Ночь прошла, как в раю, вот и утро. Всем доброе утро. С петухами, с птицами и все такое. Мне еще и забота о кошках. Вы знаете, у меня испортился кусок мяса, какие-то сосиски, пока я работал в другом месте. Я выкинул просто, я не давал им. Они сожрали, ничего, живы. Представляете, какой организм у них? Уже не боятся меня, как раньше. Друзей себе имею. Ну, уже не скучно. Все, помыл я машину, даже ее натер этим черой. Старая, ну а чё? Я же ее вообще отшаманил так, что поменял все тормоза, поменял резину. И мне говорили, что у тебя с потолком? Снял к чертовой матери этот верх, который висел. Поменяю, 50 евро, сказали, стоит. И все, чуть-чуть, знаете, уделил время себе, потому что опасно привыкать постоянно к чьей-то помощи, то есть, когда тебе жена готовит, рабочие тебе помогают работать, надо выходить из зоны комфорта. Кушать, что есть, и рассчитывать только на свои силы. То жена иногда мне жалуется, вот я устаю, посуда, по полдня у плиты стою. Я говорю, да может и не надо так по полдня стоять, может все попроще можно сделать. Меня ж тоже многие женщины смотрят сейчас, и поболее стало почему-то. Так вот, иногда женщины считают, что они нас, мужей, мы без них никак пропадем. Мы же живем тоже целый день в какой-то другой жизни, или раньше жили, тоже там какие-то армии, там холостяцкая жизнь. Не так все страшно, это вы нас разбаловали. Становимся такие тюлени, лежим на диване и ждем, когда нам все поднесут. Но когда вас нету, мы становимся обыкновенными мужчинами, способными прокормить себя сами. Кстати, советую всем нелюбителям завтракать, плохая привычка. Меня Марьяна, я заставлял несколько лет на разных работах, он говорит, я не могу по утрам кушать. Сейчас проблемы были у него с желудком, каждое утро он уже даже, я-то ем там в 8-9, а он в 6 часов уже завтракает. Так что берегите свои желудки. Чай.
В этом доме у меня есть все, оказывается, только нету терки. Ну что ж делать, нарежем ножом. Чуть я остановился, прям и канал у меня затих так пару дней. Устал от этой суеты, и как раз Пасха была. Я себе решил сделать паузу. Пока делал паузу, Марьян на меня обиделся. Говорит, я хочу, мне надо жить, мне надо каждый день работу, а я что буду? Каждый день не могу, понимаете? Когда тебя жизнь загоняет в какую-то такую струю, в какой-то поток, если ты не будешь вовремя останавливаться, этот поток тебя может вести куда-то не туда, куда бы ты хотел лично. Знаете, как у меня получается? Жена хочет одно, хозяйка хочет, допустим, другое, Марьян хочет третье, и вот так вот я вечно подстраиваюсь под всех. Если вы задумаетесь, наверное, вы все так живете. Кто-то от вас постоянно что-то требует, и вы живете в каком-то постоянно всем должны угодить. А когда остаешься вот один в таком доме, как я сегодня здесь, я вам вечером показывал, вечером покажу, что я здесь остался спать сегодня. Кстати, сейчас 6:30 утра, это я только бы выезжал с дому. И как минимум час я бы сюда ехал в трафик. А представляете, как удобно, когда ты здесь. Хотя, какого, я извиняюсь, этого самого, я проснулся в 5 часов утра. И что делать? Уже кофе попил, встал, думаю, сниму видео, потому что ничего не вылаживал пару дней. У меня есть видео, я красил лестницу. Меня позвал, кстати, вот этот парень, который мне эту майку когда-то подарил. Марьян работал здесь, очень много работы сделал. Сейчас покажу вкратце, что здесь продвинулось. Ну, чтобы вы не переживали, где же-то я пропал. И скажу свои планы. Я просто посидел, подумал, как же мне организоваться. Потому что, я говорю, с самого начала вот такая страшно, знаете, не знаешь, с чего начать. Если новые зрители, я вам объясню тоже по-быстрому, что хозяйка, подписчица моя, купила за 25 тысяч этот дом. Ну, опять же, там документы, это не все, там 25 так вышло. Ну, и надо бы это все привести в порядок. Она даже летом хочет приехать сюда с мужем, посмотреть, что как, а что еще сделать, насколько у них хватит денег. Ну, пока денег впритык, и я вот упираюсь в эту сумму. Опять же, Марьяну 10 раз объяснял, что я не могу брать постоянного рабочего, потому что мы быстро с тобой закончим, и ты пойдешь искать свою работу, я пойду свою искать. Я говорю, я лучше растяну на месяц больше, зато спокойно здесь поработаю. Но я понимаю, что ему надо. То есть на самом деле важно правильно организоваться. И я не могу, вот я настолько человек, я хочу, чтобы всем было хорошо, удобно, но когда ты слишком много думаешь о других, ты не успеваешь думать о себе, согласитесь. Для меня необходимо иногда побыть вот одному и поставить правильно мозги на место. То есть зарядиться как-то на это самое. У меня 4 дня, я просто в паузе такой. Ничего не хочу, мне все пофиг. И буквально пару дней назад, помните, я, кто смотрел, ездил рентген делать. И забрал анализы, все нормально, слава богу. Но курить надо бросить, согласен. А месяц не мог забрать анализы, не было времени. То есть надо было тоже туда полчаса поехать. Нашел гитару. Хочу купить гитару. Не знаю, будет ли у меня на нее время. На следующей неделе у меня есть еще одна работа. Тоже с Марьяном должны были идти делать. Он пошел вчера искать, с кем-то договариваться на другой работе. Не знаю, придет, не придет. Я не в обиде, я его понимаю. Мы всегда то работаем, то не работаем. Для тех, кто хочет переезжать, или кто спрашивает, а как здесь с работой, здесь так. Никто вам никогда не пообещает 100%. Может быть 100% на 1 месяц. На какое-то время, все равно все течет, все изменяется. Потому я никому ничего не обещал, что я там могу прийти. Да, я могу взять тебя на пару дней, на неделю. Все, дальше, во-первых, ты не знаешь, какой человек.
и как он будет работать. Ну, без Марьяна он меня расслабил. Блин, он так хорошо работает, что и рядом с ним и работать можно не работать. Поэтому, кстати, тоже к этому привыкать нехорошо, когда кто-то за тебя делает работу, а ты начинаешь лениться. Так что сейчас я покажу объем работы, который я себе запланировал сделать. И, опять же, новые зрители, быстро гляните, где я нахожусь и что у меня тут происходит. Утро здесь просто замечательное. Птички поют, тишина, куры, кукушки. Процесс ремонта этого дома я показываю, ну, вы видите полностью все фактически. Мое настроение, какие-то нюансы, скажем, 15 минут можете уделить, так вы будете в теме, что тут происходит дальше. Ну и так, по-быстрому иду покажу вам, и потом следующее видео уже будет, что я надумал и какой мой шаг следующий будет здесь. Чисто так, остались мелочи. Видите, раздолбал, снял эти ржавые уголки. Здесь надо будет эту яму засыпать. Марьян это все выровнял. Плитку там кусочек сняли. Цветочки растут. Этот еще не поднялся цветок у меня. Ну, подождем. Итак, это все останется вот так вот. Приехала кухня. Очередная новость. Подготавливаем эту стену для кухни. Надо поставить краны, розетки. Но это такая муторная работа, пока у меня нету настроения на нее. И заодно она подсохнет. Напомню, что я снаружи убрал все эти затеки, которые были. Здесь хозяйка хочет сделать деревянный балкон. Камин пока не трогаю, закрою дырки и все. Что у меня есть тут? Ванную комнату, опять же, у меня нету времени. Я ей предложу здесь поставить угловую кабину душевую, пусть подумает. Бо она хочет длинную ванну, обыкновенную. А для этого мне надо срывать пол, часть пола, краны на стене там. В общем, тоже плохо. Здесь пока я могу заниматься. Здесь все. Сейчас я перекиду камеру. Вот так вот удобнее видно. Здесь все почти готово. Марьян тоже зашпаклевал, пока я там красил. И здесь только финиш надо дать. Фактически я могу ее закончить. Коридор. Кто помнит, я эти коробки электрические восстановил. Здесь сбил, прошел хлоркой, немного есть вот эта муфа, умидита, плесень, кому как. И мы с Марьяном так смотрели, непонятно, как будто здесь что-то, то ли потоп был, то ли что. Вот эти вот деревянные штуки, видите, они почему-то внизу сгнили. Непонятно почему. Ну да ладно. Эта комната будет делаться последняя. Пока что здесь все забито. Я могу сделать эту комнату. Она тоже почти готова. Ее можно шпаклевать и привести в порядок. Потом все барахло перенесу сюда. Это стоит, ждет. Иду на второй этаж, покажу, что я сделаю. Наверное, мне дали идею, и спасибо, кстати, за идею подписчикам, я думаю, что тоже будет хозяйка не против. Здесь я, опять же, из мусора возьму пенопласт, заклею эти, дверь будет чуть-чуть теплее, и это немного выровняется, и эту штуку поломанную повешу сюда зеркало на входную дверь. Не надо будет 50 евро платить за это. Здесь идем. Балкон у меня так пока остается, ничего с ним не происходит. Эту комнату я могу сделать. То есть шпаклевка, покраска. Тут, где я спал. Ничего здесь в ней такого нету. Двери, все это буду оставлять на последнее. Здесь,
Там надо поставить, с электричеством разобраться, но это отдельная медленная тема, буду оставлять на потом. Пока буду заниматься шпаклевкой, покраской. Ничего здесь такого страшного. Помните, я вам говорил, что написано на этой стене? Мир принадлежит тем, кто умеет мечтать и рисковать, и кто умеет воплощать свои мечты в жизнь. Так что жили здесь не просто засранцы, а засранцы-романтики. Ну и здесь тоже могу красить. Здесь все такое подчухать аккуратненько. Здесь еще надо вынести мусор. Единственная комната с мусором осталась. Окна оставлю на потом. Ну их нафиг. Сейчас лето, уже нормально. Здесь тоже окно надо. Здесь тоже красить, шпаклевать. Ванная комната ей не нужна. Это останется так. И все. Мне есть что делать здесь. То есть через пару недель, по идее, комнаты будут готовы. Вот этот щиток надо переделать. И вообще здесь электрикой заниматься. Ну, видите, такое барахло, тут очень много всего инструмента. В общем, электрикой отдельно надо заниматься. Это недельку занять может, а я не знаю, как это все распределить. Кстати, там, где электрика, здесь я все отремонтировал более-менее. Заливалось все в этот угол. Напомню, что часть стены сырая, она создавалась вот этим помещением. Вот этот балкон, который я ремонтировал, все текло сверху. И здесь все просто было в воде. Вся стена это... Ну, все оно высохнет теперь, поэтому многие говорят, плесень, плесень, весь дом в плесени. Ну правильно, если там все заливалось со всех сторон, конечно, он будет в плесени. Трава. Трава большая беда. Большая беда. Запустили ее, и теперь чем дальше, тем хуже. Я предупреждал хозяйку, ну знаете, что она мне сказала? Она говорит, мы приедем, мы будем руками ее рвать. Ну, руками так руками, без меня, мне некогда. Ну все, иду работать. Следующее видео у меня будет, я вам покажу, как я красил одну лестницу. Ну так, для разнообразия. Ну и как я здесь шпаклюю, все такое. Спасибо за лайки, комментарии, подписки новые. Всем удачи, мира и добра, и терпения. Пока.